Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем говорить о целой провинции Лимассол, куда входят 6 крупных муниципалитетов, городов. Подробно с помощью цифр, статистики поговорим и порассуждаем, что происходит с недвижимостью. Да, друзья, за мной, если вы видите, это не джунгли, это сад дома, в котором я живу. Вот это такой драгонфрукт называется. И в следующем, так сказать, заставке за спиной покажу, какие эти драгонфрукт. Они созревают достаточно, называют их еще сердце дракона. Так что вот такой задний план. Еще раз повторюсь, это не картинка с интернета, это реально место, где я с удовольствием люблю проводить время. Итак, друзья, переходим к недвижимости. Будем через призму времени и цифр с вами разбираться с процессами, которые, сейчас не могу найти, с процессами, которые я, так сказать, наблюдал на острове Кипр с недвижимостью на протяжении как одного месяца, так и одного года. Все, нашел слайд, извините. Итак, друзья, традиционно начинаем с административно-территориального деления острова. Перед вами остров, который, к сожалению, разделен на две части. Это северная часть острова, где живут турки-киприоты, и южная часть, где живут греки-киприоты. Сегодня всего 6 провинций мы видим, да? Прочитать сами сможете. Сегодня мы говорим о провинции Лимассол. Вот география ее, этой провинции, вот такая. То есть это получается у нас вверху что? Север, юго-западная часть, да? Ну да, юго-западная часть острова. Итак, переходим уже к административно-территориальному делению не острова, а провинции Лимассол. Она выделена вот таким пятном, ну, желтоватым, да, я отметил его так. Так, это границы, которые нам отрисовывает Google Map. Мы видим, что входят города-муниципалитеты в провинцию. Это муниципалитет Лимассол, муниципалитет Месса-Гетония, также муниципалитет Святой Афанасий, муниципалитет Гермосоя, Ипсанас и Ката-Паллимидия. Итого 6 крупных муниципалитетов городов. Сосредоточены они географически также на ну, южно-восточной, скорее всего, да, если вот так ось взять, юго-восточная часть провинции, в основном возле побережья, хотя не все. Но вот посмотрите, какая большая провинция, и вот эти основные города, муниципалитеты, они так бы как скучкованные, да, где-то в одном только месте, как я уже определил географически, это юго-восточная часть. Но по подчинению есть административно-территориальное подчинение. Каждому из этих городов, муниципалитетов подчиняются более маленькие населенные пункты или агломерации из населенных пунктов. То есть каждому вот этому городу, муниципалитету подчиняются достаточно много. Ну, вы видите на карте населенных пунктов достаточно много, и агломераций в том числе. Итак, друзья, переходим уже непосредственно к недвижимости. И перед вами карта города-муниципалитета Лемассол. Давайте очень быстро пройдемся сначала по карте. Будем говорить о новом жилье. Давайте договоримся в начале видео, что существует классификация недвижимости жилой на острове. Эту классификацию, я так понимаю, презентуют компании-застройщики. И вот новое жилье – это класс А, Б, ну и Б с плюсом там еще есть. Это жилье, которое построено, или квартира, апартаменты, которые построены в новых зданиях, сооружениях, которые выполнены из энергосберегающих, значит, энергоэффективные материалы, где, как гласит молва от застройщиков, зимой не холодно, а летом не жарко. Ну почему зимой не холодно? Здесь нет просто отопления банально. Поэтому хотя вот я прожил всю зиму уже здесь, ну не в Лимассоле, я в Пафосе живу на Кипре.
И, друзья, смело могу вам сказать, что ну, зима здесь такая, как в Киеве, весна, причем не ранняя весна, а такая уже ближе к лету. То есть достаточно тепло и комфортно. А старое жилье это C, D, E, F. Естественно, это жилье, которое построено из неэнергоэффективных и не сберегающих тепло материалов, где, как гласит молва, еще раз повторюсь, от компаний-застройщиков, зимой холодно, а летом, в общем-то, жарко. Хотя я живу вот как раз в доме класса С, и вот честно, ну, не замерз, лето еще не знаю, посмотрим, как летом, жарко будет, не жарко, но зима очень комфортная. Итак, новое жилье, друзья, муниципалитет Лимассол. За месяц период сравнения, сравниваем январь с февралем месяцем, показала нам динамику роста плюс 0,26%. Всего стоимость квадратного метра в целом по городу муниципалитету достигла 3805 евро. Обратите внимание, внизу такая экселевская табличка. Здесь также, друзья, административно-территориальное деление. То есть, видите, я от общего иду к частному. Есть такой метод, научный метод, дедуктивный и индуктивный. Помните, был такой, как он назывался, англичанин Шерлок Холмс, который вот любил применять дедуктивный метод. Дедуктивный – это от общего, то, что я вам показываю. Переходим к частному. То есть теперь мы видим, что уже сам город-муниципалитет, он разделен вот на такие райончики. Это исторически сложившиеся районы, массивы, в которых проживают греки-киприоты. У них, естественно, есть свое географическое месторасположение и название. Рынок очень активный, друзья. Лимассол очень активный рынок, а новое жилье вы можете сами посмотреть, сколько ценовых зон, еще картографы называют это ценовыми зонами. Почему? Потому что стоимость квадратного метра в той или иной локации она отличается и достаточно сильно. Ну, для примера можем посмотреть. Есть 7222 евро стоимость квадратного метра. И есть стоимость квадратного метра 2748 евро за квадратный метр. Ну, чувствуете разницу, да, даже больше, чем 3 раза. Итак, подводя итоги, внизу это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Я знаю, что меня смотрят умные люди. В целом по новому жилью в феврале месяце достигло 3805 евро, что показало, еще раз повторимся, плюс 0,26% за месяц роста. Вот здесь вы можете посмотреть те же самые данные на карте. Давайте посмотрим, что же произошло с данным жильем, с новым жильем на протяжении одного года. Мы видим график рисунок. Период исследования у нас февраль 2025 год. Это 3715 евро. Напомню, мы говорим о новом жилье. И уже в феврале 2026 года это 3805 евро. Да? Что в целом показало, если вы, друзья, обратите внимание на красную строку, здесь Excel посчитано все, да, рост в годовом измерении на 2,40%. То есть рынок недвижимости, новой недвижимости ведет себя вполне адекватно. Почему адекватно? Будем разбираться в конце видео, когда я приведу в качестве примера макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова, ну, южной части, по крайней мере. Следующий слайд посвящен старому жилью, также в городе-муниципалитете Лимассол. Видим, что за месяц здесь ситуация немножко другая. Снижение на 0,14%. Вот это, друзья, колебательные процессы называются. Краткосрочные колебательные процессы, когда мы сравниваем месяц с месяцем, или же до квартала, может быть, они и подниматься стоимость может, и снижаться. Но они очень важны, так как, помните, моя передача, или точнее мой YouTube-канал назван «Погода рынка недвижимости» с Андреем Гусельниковым. То есть мы фиксируем эту погоду рынка каждый месяц для того, чтобы в итоге показывать вам тенденции длиною в 1 год. Что, собственно говоря, я и демонстрирую. Итак, снижение на 0,14% за месяц. Средняя стоимость 3800-687. Посмотрите, как сильно отличается новое жилье от старого, то есть практически на 200 евро. А с учетом того, что у нас новое жилье оно больше метражом, то в целом квартира стоит значительно дороже, чем квартира со старое жилье, которое. Ну, внизу вы можете посмотреть по ценовым зонам, что происходило.
Среднеарифметическая также я уже озвучивал в целом по городу, муниципалитету 3687 евро. Старое жилье, снижение минус 0,14%. Давайте посмотрим, что произошло со старым жильем в Лимассоле за год. График рисунок, период исследования, традиционно год. То есть вот это как раз, друзья, тенденции. И если вы заметили, что вот эти тенденции складываются из вот таких, так сказать, колебательных процессов, да, длиною в один год. Итак, сравнивая февраль 2025 года, 3615 евро стоимость квадратного метра и 3687 стоимость квадратного метра уже в феврале 2026 года. Видим вот это незначительно колебательный процесс снижения, да, по крайней мере январь и февраль это показало нам на графике. Также, друзья, подводя итоги, внизу мы видим, что, еще раз повторюсь, средняя стоимость старого жилья, среднеарифметическая по целому городу Лимассол достигла 3687, что показало динамику роста, ну, можно округлить 2% в годовом измерении. Чуть меньше, чем новое жилье, но все-таки положительная динамика. Что, в общем-то, опять же, повторюсь, вполне адекватно себя ведет рынок жилой недвижимости, в данном случае старого жилья города Лимассол. Следующий слайд, друзья, посвящен у нас Месогетония. Видим на карте данный город, муниципалитет. Также, друзья, здесь хочу обратить ваше внимание, ну, так как город муниципалитет небольшой, и рынок не очень активный, то я взял выборку с новым и старым жильем. Вы можете это увидеть. Здесь в выборку попало и новое, и старое жилье. Итак, за месяц мы видим, что снижение минус 0,16% по жилой недвижимости в муниципалитете Месогетония. А средняя стоимость квадратного метра это 3249 евро. Что, в общем-то, еще раз повторимся, внизу можете посмотреть, снижение на 0,16%. При этом вы можете посмотреть локации, которые, так сказать, географию всю по муниципалитету Месогетония. И как достаточно сильно также отличается стоимость квадратного метра в той или иной ценовой зоне. Смотрим, что произошло с данным жильем на протяжении одного года. Вот посмотрите, здесь очень хорошо выражены колебательные процессы. Вот такая пила, да, прям пила. И давайте посмотрим. Февраль месяц 2025 год это 3289 евро. И в феврале 2026 года это 3249 евро, что за год показало нам в целом снижение минус 1,20%. С чем это связано, друзья, не знаю, но динамика отрицательная, я перепроверял. А теперь по поводу, давайте, вот этой пилы. Смотрите, здесь вот есть месяцы, когда снижение стоимости такая значительно, потом рост. То есть вот эти колебательные процессы я сглаживаю линией тренда, это называется аппроксимация, да? И в итоге мы видим, что все-таки за год снижение стоимости произошло на 1,20%. Ну, у меня есть предположение, почему вот эти такие скачки, если это можно так сказать, роста, да, в определенные периоды времени. Это связано, скорее всего, друзья, компании-застройщики, возможно, выходили на рынок с жильем, где, в общем-то, выставляли достаточно завышенные стоимость квадратного метра. Но в итоге, так сказать, мы же по объявлениям работаем с предложениями. В итоге рынок недвижимости, как говорил знаменитый и всеми уважаемый Адам Смит, помните, да, такой, большая или всемогущая рука рынка, когда спрос и предложение, в общем-то, формируют определенную стоимость. Вот здесь я так предполагаю, что, наверное, произошло что-то подобное. Итак, друзья, смотрим следующий город-муниципалитет, это Агиос Афанасиос. Он расположен также, видите, география его, это карта Google Map отрисовывает. И что мы, друзья, здесь мы говорим о только новом жилье. Почему только о новом? Здесь несколько жилых комплексов. Старое жилье есть, но незначительно. То есть в основном новая постройка. Итак, мы видим, что за месяц снижение нового жилья минус 0,12%.
Средняя стоимость квадратного метра 4137 евро за квадратный метр. Мы можем это еще проверить по вот этой, видите, внизу экселевские данные, не картинка, а табличка, да, где они дублируются, повторяются данные, средняя стоимость квадратного метра и в данном случае снижение минус 0,12%. Также можете посмотреть по локациям, как сильно отличается стоимость квадратного метра в той или иной ценовой зоне. Смотрим, что произошло с данным городом, муниципалитетом на протяжении одного года. Тоже достаточно интересно себя ведет рынок. Период исследования февраль 2025 год 4088 евро. И уже в феврале 2026 года 4137 евро, друзья. Что показало нам динамику положительного роста. Внизу смотрим, указкой показываю плюс 1,20%. Ну, незначительно, но все-таки это положительная динамика. И если, друзья, вы обратили внимание, последние 2 месяца в этом графике рисунки, а точнее это январь и февраль 2026 года, нам показывают снижение стоимости квадратного метра. До этого рынок недвижимости по предложениям показывал динамику роста. Следующий, друзья, слайд, это уже у нас город-муниципалитет Гермосоя. Здесь, друзья, тоже ситуация, ну, как бы неоднозначная. Видим, что мы говорим о новом только жилье сейчас. Снижение за месяц минус 0,09%. Но стоимость квадратного метра, посмотрите, да, ну, во-первых, географию посмотрите, как расположен этот муниципалитет. И стоимость здесь 5404 евро, то есть достаточно дорогая недвижимость. Мы говорим о новой недвижимости, но сравнимо где-то с Лимассолом. И то с определенными локациями. То есть дорогая недвижимость, возможно, поэтому показывает динамику снижения. То есть рынок перенасыщен дорогой недвижимостью, а покупателей нет. Хотя я читаю местных риэлторов, тут трубят все, что прям бум. Не знаю, где они берут информацию по поводу того, что бум по покупкам. Я использую статистику, которую в открытом доступе есть. Это управление или служба статистики о количестве, так сказать, недвижимости, которая эксплуатируется на территории острова Кипр. Информация, которую стоимостная, это у меня есть патент, есть авторское право, так оно называется, да, то есть это программное обеспечение, которое помогает мне собирать всю информацию или по-модному мониторить рынок недвижимости острова по крупным интернет-порталам, сайтам. Ну, номер один это Базарак, естественно. И я с 2019 года этим системно занимаюсь, поэтому я как бы очень четко вижу, что происходит с недвижимостью и откуда у них, ну понятно, это продавцы, риэлторы это продавцы, чтобы было понятно, их задача сначала продать, а потом возможно анализировать. И то вопрос, возможно, может быть. Ну, я неплохо, не хорошо говорю о риэлторах. Риэлторы, продавцы, это их профессия, это вполне нормально. Да? Я не продаю недвижимость, поэтому у меня нет, так сказать, никакого, как оно правильно, мотива завышать или занижать стоимостные показатели, о которых мы с вами сейчас говорим. Итак, еще раз повторимся. Внизу подтверждающие данные табличка экселевская, и мы видим за год, то есть за месяц снижение 0,09%. Недвижимость достаточно дорогая. Посмотрите по локациям, ценовым зонам. И 7 тысяч есть. В общем, ну, достаточно дорогая недвижимость. Переходим к следующему слайду, где мы посмотрим, что произошло с данным муниципалитетом Гермосоя на протяжении одного года. Период исследования февраль 2025 год 5331 евро стоимость квадратного метра. И видим, что, друзья, уже в феврале 2026 года это 5404 евро. Что, собственно говоря, последний месяц мы уже обсуждали, показало незначительную динамику снижения, но в годовом измерении, если вы посмотрите на табличные данные, видим рост 1,37%. Не так, как в Лимассоле, 2% с лишним, да, а всего лишь 1,37%. Но еще раз, мое предположение, все-таки стоимость здесь недвижимости завышена. Хотя, еще раз повторюсь, мы исследуем недвижимость, которая в многоквартирных домах. То есть здесь нет ни вилл с сумасшедшими ценниками там, от 1 000 000 евро и выше и так далее. Да. То есть здесь, так сказать, новое жилье в многоквартирных домах.
в жилищных или в жилых комплексах. Следующий, друзья, слайд посвящен городу Ипсанас. Также видим, выделен он таким цветом меди, да, наверное, Сайпрус. Ну, помните, что даже в честь острова Кипр была названа медь, так как древние люди здесь, одни из первых, в общем-то, добывали ее чуть ли не открытым способом. Итак, мы видим, что в городе, муниципалитете Ипсанас здесь также новое только жилье, рост за месяц 0,38%. Недвижимость бюджетная, видим, 2896 евро за квадратный метр. Ну, эти данные можете перепроверить внизу в табличке. Смотрим, что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Февраль 2025 год. 2902 евро стоимость квадратного метра. Друзья, смотрим, что на протяжении практически 11 месяцев видели снижение стоимости квадратного метра. И только с декабря 2025 года, соответственно, январь 2026 года и февраль мы увидели динамику роста. То есть вот так себя ведет рынок недвижимости. То есть не бывает так, что вот или вниз, или вверх. Вот эти колебательные процессы, они очень важны для понимания процессов, которые происходят с рынком. Я вам это и демонстрирую. Итак, друзья, сравнивая февраль 2026 года с февралем 2025 года, мы видим, что стоимость квадратного метра снизилась на 0,21%. То есть практически, может быть, не изменилась, но период вот такой проходила, когда снижалась стоимость, когда повышалась. С чем это связано, друзья, пока не знаю. Переходим к следующему городу. Это Ката Полимидия, последний город-муниципалитет, достаточно развитый там рынок. Вы видите это по экселевским данным, табличка, она заполнена вся. Видим, что только у нас новое жилье показало динамику роста за месяц плюс 0,30%. Также средняя стоимость квадратного метра достигла 3294 евро за квадратный метр. Можете посмотреть по локациям или ценовым зонам, сколько стоит стоимость квадратного метра. Также мы видим, что рост стоимости всего лишь за один, так сказать, месяц 0,30%. Но повторяются данные в табличке, которая внизу. Они дублируют те данные, которые мы видим на карте. Ну и, так сказать, уже смотрим, что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Период исследования у нас, естественно, февраль 2025 года – это 3316 евро. И февраль 2026 года это 3294 евро. Да. Что в годовом измерении, друзья, смотрите, показала динамику снижения. То есть это второй город-муниципалитет. Ипсанас, я вам уже называл, и Ката Полимидия показали в годовом измерении почему-то динамику снижения. Ну, здесь 0,5%, 0,64%. Можете посмотреть также по локациям или ценовым зонам, сколько стоит квадратный метр. Да, друзья, и вот еще раз отвечая на вопрос, что люди пишут, что ну скучно, ну какие цифры, ну тут же, как оно называется, надо показывать жилищные комплексы, как красиво, какие-то обзоры по этим жилым комплексам, тогда это интересно, это драйвово. Друзья, напомню вам, что у меня не развлекательный контент, у меня познавательный контент, а данная информация, она архиважна как для покупателей, так и для продавцов. Они могут определиться с рыночной стоимостью своей недвижимости, если продают, или же с будущей покупкой, сколько будет стоить квадратный метр. Делается это очень просто. Вы находите, предполагаем, ту локацию, где хотели бы приобрести недвижимость. По паспорту понимаем примерно, что, допустим, однокомнатная квартира может быть где-то 60 квадратных метров. Умножаем 60 квадратных метров на то или иное число, стоимость квадратного метра в евро у меня, и вы получите среднюю рыночную стоимость апартаментов, которые планируете купить. Ну и также для продавцов, друзья. В свое время в Украине был нами написано, я и компания Lean Consulting готовили техническое задание для фонда госимущества, когда, в общем-то, стала задача с продажи недвижимости собирать, так сказать, налоги
именно с вот этой рыночной, ну не рыночной, а ценочной она называется стоимость. Так вот эти все алгоритмы были заложены давно-давно, и с учетом того, что это все работает по целой Украине, напомню вам, до войны 45 миллионов проживало в Украине, 24 крупных областных города-центра, то вот город, вернее, ну, я хотел сказать город Катаполимидия, на самом деле, что остров Кипр для меня, ну, это даже, это как один район административный в городе Киеве, Голосеевский, допустим, да, там 700 тысяч проживает. Поэтому мне это приносит просто удовольствие, правда. Итак, друзья, уже подводим итоги. Здесь мы видим сводные данные, обобщенные данные за месяц, что произошло. Новое жилье, давайте внизу смотрим, да? Новое жилье по 6 городам, муниципалитетам. Среднее арифметическое число в целом, это у нас по провинции Лимассол, 3798, что показало за месяц динамику роста плюс 0,07%. Ну и старое жилье, здесь только город Лимассол у нас, видим, что за месяц подешевело на 0,14%. Ну и последний слайд, друзья. Здесь мы говорим о том, что произошло за год и почему я говорил, что ведет себя рынок недвижимости в муниципалитете, в городе Лимассол адекватно. Вот давайте расшифрую. Ну, во-первых, о стоимости недвижимости. Сравнивая февраль 2026 год с февралем 2025 года, подводя итоги, мы видим, что стоимость за год подорожала на 0,64% и индекс положительный, единичка 0,06. При этом мы видим, что наибольше и адекватно себя ведет рынок в городе Лимассол, город-муниципалитет, 2,42% рост. Теперь смотрим вверх экрана. Пока знакомлю вас с данными прошедшего 2025 года. Почему? Потому что за февраль записываю 2026 года. Уже с марта буду применять новые макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие в 2026 году. Пока это старые, но они очень наглядно показывают. Смотрите, ну тут вы видите ВВП, видите инфляцию, видите стоимость денег. Это учетная ставка. Давайте об инфляции поговорим. Что такое инфляция? Инфляция, если вы посмотрите 2024 год 2,6, а вот 2025 год прошедший 2%. Ну, они, кстати, не опубликовали. Возможно, я просмотрел что-то. Я думаю, что инфляция по факту, она корректируется. Будет также 2,6, а может даже и 3. Я имею в виду в прошедшем 2025 году. Так вот, друзья, что такое инфляция? Существует такой глобальный закон, экономический закон стоимости, который говорит нам о том, что любая экономика любой страны работает адекватно, если количество денег в обороте, это и фиатные деньги, то есть бумажные, да, и обязательства страны, там есть агрегат М0, М1, М2, все вот это, в общем, да, соответствует выпущенным товарам и услугам. Тогда сбалансированно работает все, и товары и услуги, в общем-то, не обесцениваются. Как только начинается ну, печатание вот этих новых фиатных денег или обязательства какие-то на себя страна берет, то есть вот эти новые обесцененные уже деньги. Почему? Потому что денег становится больше, а товары и услуг становится меньше, ну, они не выпущены за эти деньги. Значит, за эти обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товары и услуг. Недвижимость является таким же товаром. Вот об этом я сейчас говорю, что инфляция минус 2,6%, как я предполагаю, или пока вот здесь 2%, говорит о том, что деньги обесценились на 2%, и, соответственно, недвижимость должна подорожать, по крайней мере, на, вот эти, на уровень инфляции. То есть здесь мы видим, адекватно ведет себя город Лимассол. 2,42%. То есть могу поздравить людей, у которых есть недвижимость в Лимассоле. Это новая недвижимость. Ваша недвижимость, если вы ее купили, закрыли квартиру, не сдаете в аренду, уехали там куда-то, да, то она не подешевела за один год, а даже немножко подорожала. А вот в Месогетоне недвижимость подорожала,
В Ипсанас подорожала, вернее, подешевела, я прошу прощения, здесь отрицательная динамика везде. Ката Полимидия также подешевела. То есть вот это очень важно для людей, которые планируют приобретать недвижимость. Я с марта месяца буду давать новый показатель, который будет характеризовать пассивный доход, то есть насколько выгодно, невыгодно инвестировать в жилую недвижимость. И буду сравнивать со стоимостью денег, вот с этой ставкой, видите же, которая приведена. То есть будет интересно, но это будет уже с марта месяца. Почему? Потому что долгосрочную аренду я публикую, это длиною, так сказать, в 1 год, и сравниваю квартал с кварталом. Итак, подводя итоги, мы видим, что новая недвижимость за год подорожала в целом 0,64% в целом по провинции Лимассол. И старое жилье подорожало на 2%. Итак, друзья, пришло время прощаться. Подробно, очень подробно рассказал вам о процессах. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью на острове Кипр, или, по крайней мере, южной его части, друзья, вам что необходимо сделать? Правильно подписаться на мой канал. Кстати, можете лайки, дизлайки ставить, пишите вопросы, с удовольствием отвечу. Может, какие-то темы, которые вас заинтересуют и меня, но это не, еще раз, темы, где не надо презентовать там какие-то жилищные комплексы. А все, что связано с анализом рынка, я могу поддержать в этом направлении какую-то интересную тему и записать, может быть, даже серию видео. Итак, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом. Ну или же, что, друзья, компасом или же картой в каменных джунглях. Вот за мной видите джунгли из, из драгонфрукта, да, и можжевельника. А для вас мои обзоры будут картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.